Телевизор Funai. При включении заужен растр, затемненный экран и такой вот гул в динамиках. 2000А МК8. Откручиваем винты по углам и два винта в центре. Вот такое состояние телевизора в пыли. Сразу производим визуальный осмотр на предмет подгораний, нагревов, дутых конденсаторов. Чтобы вытащить плату аккуратно по краям, отключаем динамики. Размагничивание. Телевизор в сторонку, а плата у нас готова к двустороннему осмотру. Осматриваем также с обратной стороны, тоже на предмет подгораний и кольцовок. Вот есть такое, у нас кто-то раньше чинил, подгорело. Смотрим немножко, проводом его спаяли. Берем сразу наш SR метр Master Kit и будем проверять конденсаторы. Бывают конденсаторы не вздутые, а не показывают свое внутреннее эквивалентное сопротивление. Проверяем вот эти конденсаторы, которые стоят по вторичке питания и возле радиатора кадровой развертки, а также в горячей цепи один конденсатор. Все начинается с конденсатора в горячей цепи, сразу его проверяем, 0. Также берем основную банку по выходу 112 вольт, тоже ничего не показывает, тоже придется менять. Там у нас стоит через дроссель 2 конденсатора, второй конденсатор чуть-чуть что-то есть. Другие электролиты у нас более-менее нормальные. И в кадровой развертке по питанию 100 на 35, 100 микрофарад на 35 вольт часто дохнет. Смотрим, так и есть, его придется менять. В общем, берем всю правую половину, силовую часть, все конденсаторы, которые там есть электролитические, проверяем. Левую пока не трогаем, от нее мало что зависит, только в том случае, если после замены в правой стороне электролитов ничего не изменилось. Переключаем на точное измерение и будем измерять конденсаторы меньшей емкости. Master Kit 2 режима измерения. Вот здесь у нас еще возле строчного трансформатора один конденсатор, 1 микрофарад на 250 вольт, тоже вроде показывает. Заменили мы 3 конденсатора на новенькие и включаем. Появился значок вход, телевизор запустился. Вот у нас переключили на каналы и подключим антенну. Сигнал у нас будет осуществляться с подачи с модулятора, у нас один канал внутренний. И давайте на него сразу настроим. Модулятор выдает у нас сигнал 800 МГц. Это у нас в дециметровом диапазоне во второй половине, почти в самом конце. Включили мы автонастройку. Вот здесь где-то должен у нас схватить. Вот у нас сигнал, но его проскочила система, не схватила. Настраиваем на последнем канале, на 57-м, чтобы те настройки, которые были у клиента, остались прежними. Чтобы потом не было такого, что у меня телевизор перестал показывать. Многие клиенты, пожилые люди, не могут его перенастроить. Два контура. АФТ автоматической подстройки частоты и ВКО. Это ГУН, генератор, управляемый напряжением. Ими будем работать. АПЧ у нас автоматическая подстройка частоты ничего не дала. Идем в ГУН. Примерно выставляем, где у нас схватило на ручной настройке. Не на автоматической, а уже на ручной. И подкручиваем одновременно контур по максимальному уровню сигнала. Опять проходимся на ручной настройке туда-сюда, потому что может быть это быть гармоника, а не основной сигнал.
Вроде здесь посильнее уже. Давайте еще АПЧ чуть-чуть подкрутим. Что-то у нас появилось. Да, появился у нас сигнал. Запустили мы для проверки мультик. Небеса подождут. И проверим, как у нас работает автонастройка. Опять включаем автоматическую настройку. Сейчас главное нам проверить, захватит ли у нас он сигнал. Здесь я на ускоренный вам все прошло, а здесь смотрим. Опять проскочил. Еще подкручиваем. Контуром GUN. Вот. Нашли мы максимальный уровень сигнала. Поймали. И проверим при включении антенны, схватит ли АПЧ у нас этот сигнал. Высунули разъем из гнезда, воткнули обратно, сигнал схватился. Включаем опять автонастройку, чтобы проверить опять у нас автоматическую настройку, подцепит ли у нас канал. Все, настройка идет, даже у нас появились гармоники, то есть помимо основного канала схватило еще на двух, первом и втором гармонические сигналы, то есть сигналы кратные определенному делителю. Все, на третьем у нас максимальный сигнал, будем на него ориентироваться. Звук хороший, то есть звук нам лезть не нужно, тоже возле тюнера стоят звуковые контура, которые тоже со временем уплывают, их приходится подстраивать. Все, АПЧ, контур и GUN. Бывает уходит так, что невозможно подцепить. Это у нас высыхает покрытие конденсаторов керамических, серебряное со временем улетучится, уходит частота, приходится подкручивать. В тяжелых случаях приходится эти конденсаторы менять. Конденсаторы где-то 22 пикофарада, и контур у нас восстанавливается. Сейчас у нас обошлось настройкой. Видим запасы туда-сюда у нас. При настройке контура есть, АПЧ у нас хорошо схватывает, поэтому менять конденсаторы в контурах мы не будем. Вот у нас симуляция АПЧ телевизионного тюнера, чтобы подробно объяснить, как работают эти контуры. Ручная настройка — это контуром GUN настраиваем максимальные картинки, промежуточная частота у нас 38 МГц, и потом включаем АПЧ. Автоматическая постройка частоты, контур подхватывает эту частоту и держит ее на всем периоде работы. То есть вначале подстроили грубо GUN на максимальный сигнал, потом подстроили контур АПЧ по захватыванию сигнала и проверяете его по вытаскиванию штекера из гнезда телевизора и по автоматической настройке каналов. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего, до новых встреч.